В чем главная суть третьей станции? В прологе к тайной доктрине сказано: станция третья излагает пробуждение Вселенной к жизни после пролая. Она описывает выявление монад из состояния поглощения внутри единства. В аналогии третьей станции с человеческим сознанием, которая составляет эволюцию монад силами разумными, которые приводят к осознанному творческому действию. Главная суть третьей станции – создание нерушимой мысли, трансмутация мысли, которая становится созидательной, в соединении двух противоположностей и их единстве в трех, в создании чистого огня первоначального, первого ритма, в создании лучей и духовном импульсе, в силе света, которая неразрушима, в создании духовного иммунитета Вселенной и отсутствием причины страдания, создание основы для проявления креста жизни. Можно ли предположить, что дрожащий трепет дает Вселенной возможность жить? Трепет символизирует пробуждение или зарю Манвантары после ночи Брамы, или пролая. И жизнь вечная имеет возможность к проявлению из сна без сновидений великого хаоса или растворения прежней вселенской мысли и к зарождению новой мысли во Вселенной. Дрожащий трепет пробуждает Вселенную к жизни, а возможность жить дает импульс Фахата. Ткань Вселенной распространяется в силу определенного ритма? Ткань вселенская распространяется и сокращается, создавая ритм тем, что ткет духоматерия, а закон законов пробуждает проявлением ритма, созидая ткань. Ткань Вселенной распространяется в силу любви, тех двух высших, которые строят ее силой третьего. Распространяется голосом любви, который не требует времени, звучание которого не имеет эха. Образ космического сознания един и имеет форму яйца. А каков образ сознания отдельного человека? Образ космического сознания яйцеобразного, конечно, тождествен с человеческим сознанием, как и со всеми атомами. Образ сознания человека – это мысль, и его действия соответственно. Мысль не умирает, она проходит горизонтально и вертикально в пространстве. Образ человека – это фокус, который прошел новую точку отсчета и стал центром. Когда 3 упадают в 4, появляется новая форма сознания? Когда 3 упадают в 4, то троица дифференцируется в своей номинальности для будущих прообразов, облекающих Парабрамана покровами Мула-Пракрити или Акаши в единый элемент. Когда 3 упадают в 4, появляется движение, которое пробуждает спящее сознание приближением к высшим сферам, приближение к которым означает ясность и точность. Чем отличается распространение и сокращение ткани от пульсации человеческого сердца? Различие между пульсацией ткани при ее сотворении и сердцем человека в том, что одна в продолжительности, а другая во времени. И, естественно, их объединяет жизнь, как в том, так и в другом случае. Ткань Вселенной пульсирует движением эволюции. Эктоплазма, как хранилище психической энергии, дает основу материализации эволюции. Так совершенное сердце Вселенной становится единым пульсом с открытым разумным сердцем человека или Богом, который может постичь все внутри нас. Упорядоченное движение или электричество возникает при наличии полярности. Значит ли это, что без полярности возможен только хаос? В продолжительности пробуждающегося космоса к созерцанию вселенской мысли из хаоса для чувствующего разума и растворенности порядка абсолютности, названного хаосом, согласно мысли вселенской, силы разума приводятся в порядок иерархических токов или сил в единство для оформления Вселенной. И эти силы разума напитываются поляризацией
вечного дыхания жизни, которое становится логосом проявленным, фахатом, парализующим атомом Вселенной. Без полярности возникает смерть или растворение, пралая. Рождение третьей силы в человеке есть синтез или сознание. Аккорды на разном расстоянии воспринимаются иначе. Значит, существует нечто, вторгающееся и изменяющее качество звука. Так вот, возникновение полярности меняет качество звука. Так безмолвие начинает звучать гармонией, музыкой сфер. Почему в третьей станции 12 шлок? Что это значит? Какой смысл в этом? И что нам передает Елена Петровна этим числовым значением? Смысл третьей станции 12 шлок состоит в том, что дух или атма Будхиманас, космическое сознание, облекаясь покровами Акаши, в тот момент, когда Джью становится фахатом, беспричинная причина становится первопричиной или логос непроявленный, логосом творящим, карма вселенской мысли или плана эволюции 12-ричных причин и следствий сложена, или сердце Вселенной дыханием единого всемирного закона готово вступить в права нового цикла из небытия в бытие. 12 шлок – это бесконечное атомарное движение, реализация идей формы жизни. Третья станция стоит непоколебимо 12 устойчивыми гранями, позволяя проявленному постоянно эволюционировать. Если третья станция изложена на бумаге, значит ли это, что человек все-таки способен познать ее? Человек не только способен понять, но и приложить свое понимание текста к жизни, так как при воплощении он взял на себя обязательство накопить опыт, позволяющий ему остаться в бодрствующем состоянии сознания в двух мирах. Человек способен познать стремлением к совершенному идеалу, и тогда его освобожденная душа, у которой есть своя свобода, которая покорила все человеческие ограничения, и он стоит на пороге нирваны, этого совершенного сознания и блаженства, и отказывается от нирваны ради других. 12 шлок могут быть представлены символом. Куда направлен северный полюс духа, там он и имеет свое пространство-время. И оно состоит из 12 знаков зодиака, 3 крестов. Символом этого является человек и его сознание, которое, согласно вращению колеса времени, крестом духа, души и тела. Символ 12 – это распятие на кресте жизни, когда свое тело, сознание человек отдает для эволюции, подобно звезде, которая дает свет всем. 12 – это основа воли, посредством которой появляется возможность создавать из чаши несказуемых накоплений. Как относится третья станция к идеальному прототипу будущей Вселенной? Как источник вечной жизни во всех носителей жизни сознания. Третья станция не относится к идеальному прототипу будущей Вселенной, так как она отождествляет ее идеально. Если калачакра имеет тождественность со всеми процессами во Вселенной, и даже можно усмотреть то, что было не проявлено, согласно третьей станции, значит ли это, что любой человек, исследуя калачакру, будет знать, как жить? Сказано, кто при жизни на земле познает калачакру, тот освободится от вынужденных бессознательных воплощений. Следуя этой мысли, мы способны пробудить и освободить наше сознание от иллюзии восприятия действительности. Калачакра олицетворяет и символизирует чистое сознание, устойчивости в плотном мире, тонком и огненном. Терпение, самообладание и такт есть качество духовного достижения нирваны. Нирвана же выражена качеством жизни, связанной бытие с небытием, или сад. И тогда человек становится сотрудником творения Вселенной. Калачакра – это точка отсчета времени, где жажда познания удаляется путем приближения к высшему миру знания.
И тогда духовность заставляет сознавать себя. Кала-чакра – это движение сознания, освобожденного от страха и привычек. Сознание открытому новому, готовому стать обновленным. Если каждый атом стал миром или разумом, то как он открывается для нового роста в сознательной внутренней силе? Свободная воля человека – датель и действующая сила, сочетающая ум и сердце, озаряет сознание блистающим светом истины. Так созвучит дух с духом космического сознания, единого атома. Мир открывается способностью изменяться и становиться новым, внутренней сознательной силой. Именно она имеет возможность пройти точку отсчета для скорого продвижения появлением нового ритма. Так замыкается круг, и энергия, обновленная, восходит с зарождением к новому, к непостижимому. Символом непостижимого является дракон. Он сжигает себя, восстает из пепла и возносится. Третья станция – символ отражения божественного ума, дающего способность вознестись над невежеством, пробудив сознание человека.